Это не совсем классический чизкейк Сан-Себастьян, но по текстуре и вкусу он получается настолько нежным, что может затмить оригинал. Все молочные продукты лучше заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Так масса легче объединится и получится более гладкой. А сейчас давайте быстро пройдемся по продуктам, которые я использую. Во-первых, это два вида сыра. Это творожный сыр не менее 60% жирности, как и в классической версии. И сюда еще идет сыр маскарпоне. Все пропорции граммовок я оставлю в описании под видео. Также это сливки жирностью не менее 30%, немного сахара и где-то чайная ложка ванильного сахара. Также это сухие ингредиенты, кукурузный крахмал и совсем немного муки. Обязательно 2 куриных яйца среднего размера. И, как ни удивительно, еще один ингредиент – это сметана. Она также должна быть высокой жирности, но у меня была только сметана 15%, и я ее заранее выложила на очень мелкое сито, буквально где-то на 30-40 минут, чтобы она так полежала. И с нее стекла лишняя сыворотка. Эта лишняя влага в чизкейке нам совершенно не нужна. Форму я обычно тоже подготавливаю заранее, она может быть как цельная, так и разъемная, как у меня. Диаметр моей формы 18 см. Теперь беру пергаментную бумагу, но главное, чтобы она была силиконизированная. Хорошенечко ее обминаю, она должна стать мягкой, тем самым она будет удобна в работе. И распределяю ее по форме. Ну а теперь давайте приступим к приготовлению. В глубокой миске соединяю творожный сыр, маскарпоне и сметану и перемешиваю все до однородной кремовой текстуры обычным ручным венчиком. Сильно взбивать не нужно, нам важно просто объединить все ингредиенты и не насыщать массу лишним воздухом, поэтому ни в коем случае не используйте для приготовления чизкейка миксер, блендер и так далее. Тут только ручной венчик ваш инструмент. Также я уже добавила сахар и все хорошенько перемешиваем. Потом по одному добавляю яйца и тоже хорошо перемешиваю после каждого добавления. Теперь просеиваю кукурузный крахмал и муку в основную массу и вымешиваю до однородности, чтобы не осталось комочков. Затем добавляю сливки и снова аккуратно перемешиваю. Во избежание наличия каких-либо комочков из сухой смеси, самый идеальный вариант – это просто протереть эту массу через сито. И тогда вы будете спокойны и уверены, что у вас текстура массы абсолютно однородная. Вот такая идеальная текстура массы получилась, гладкая и однородная. Ну а теперь переливаем всю эту красоту в форму. Аккуратно распределяю силиконовой лопаткой и слегка постукиваю по столу, чтобы вышли возможные крупные пузырьки воздуха, если они там образовались. Выпекаю чизкейк в заранее разогретой духовке при 225 градусах, примерно 30 минут. Ориентируюсь наверх, он должен хорошо зарумяниться. В своей духовке где-то за 5-7 минут я подняла температуру до 235 градусов, чтобы верх начал лучше карамелизироваться. И чизкейк будет всегда подрагивать, если он правильно испечен. После выпечки даю чизкейку полностью остыть при комнатной температуре. Он осядет, это естественный процесс для чизкейка. Затем убираю его в холодильник минимум на 6-7 часов, лучше на ночь. За это время он стабилизируется и станет плотнее, но внутри останется нежным. Чтобы срез был ровный и гладкий, всегда используйте горячий нож и обязательно его протирайте после каждого использования. По желанию подавайте чизкейк с растопленным молочным шоколадом. Можно добавить немного горького, чтобы вкус получился менее сладким и более глубоким, но лично мне нравится вкус чизкейка в чистом виде, а шоколад только перебивает его. Если вы, например, хотите получить более высокий чизкейк, то используйте форму повыше и само собой увеличивайте количество ингредиентов. Надеюсь, этот чизкейк станет вашим любимчиком, так же как у меня. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!